Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие перемены изменят вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Такой вы прям настрой, знаете, вот у вас воинственный. Воинственный, вот как будто ко всему белу свету, вот очень так осторожно, настороженно стали относиться. А причем стали относиться так после того, что у вас произошло. Причем произошло между вами и женщиной. Женщиной, очень любящей деньги, очень любящей материальные блага, подарки и так далее. Вот после нее, после того, что случилось между вами, да, это, скорее всего, это конфликт проигрывается, либо же развод, разрыв, да, у каждого будет по-разному проигрываться. Ваша жизнь, ну, как бы вообще застопорилась. Вот застопорилась. Вот отходили вы от этих вот передряг, которые у вас с женщиной случились, ну, довольно тяжело. У кого-то это сейчас проигрывается состояние, у кого-то вот еще совсем недавно вы его уже прошли. Опять же, вот состояние может быть апатии. Причем вот в последнее время, ну почему-то довольно часто, может быть, потому что довольно много постоянных зрителей, да, подписчиков смотрит, но вот проигрывается реально очень много похожих ситуаций. Это какая-то апатия, это вот опять же боязнь манипуляции идет. Вот вами легко манипулировать. Вы довольно интуитивный человек, очень такой, верите, кстати, в судьбу. Вот вы верите, но несмотря ни на что, вот в вашей жизни сейчас, пока я не вижу рядом женщины, вот вам как-то особо и не хочется. Да, где-то там в глубине души хотелось бы, но ничего не делаете. Вот вы взяли паузу в личной жизни. У кого-то это из-за недоверия, у кого-то из-за того, что даже, кстати, может проигрываться, что вам комфортно одному уже. Вы поняли, что не хотите больше никого впускать в свою душу, в свое сердце. Причем еще может проигрываться такая ситуация, что, знаете, вот, ну как вот говорят по-простому, ну сколько можно влюбляться, да, сколько можно обжигаться, вот как-то из этого. Вот разочарование в женщинах, вот разочарование глубочайшее у вас идет. Да, хочется каких-то позитивных перемен. Все-таки, вот знаете, капелька надежды у вас есть, что по судьбе как-то вот все в вашей жизни устаканится. Но активных действий в отношении женщин я сейчас не вижу у вас. Так, что у вас? Давайте-ка посмотрим. Вот я знаю по работе, вот некоторые из вас хотели бы знать, что по работе происходит и будет происходить. Да, будем смотреть, какие события. Смотрите, у некоторых проигрываются кардинальные перемены по работе. Перемены не в худшую сторону, а скорее в лучшую. Это могут еще быть даже вот, допустим, если вы ищете новую работу, там, то будут варианты. Причем варианты довольно-таки неплохие. Вы будете даже, ну, как бы, дилемма такая, что ли, станет, что будете выбирать, потому что и то нравится, будет выбор. Причем, смотрите, также может проигрываться у вас еще такие сомнения, вот у некоторых, опять же, вот уходить, не уходить с работы. Давайте вот такой момент уточним, уходить вам или нет. Вот вы трудяга, вы однозначно трудяга. Смотрите, если вы поменяете работу, ничего плохого не случится. Но это будет перемена, ну, не прям не в ближайшее время, чуть попозже. Вот у вас будут варианты, там, вакансии какие-то, может быть, друзья-приятели предложат какие-то варианты по работе. Но сразу вы так не рванете. Вот вы будете все равно взвешивать, где вам выгоднее, где лучше, и по деньгам, там, то есть и по условиям. Вы так импульсивно не будете поступать, это однозначно.
В принципе, если вот вы даже перейдете на работу, вы в проигрыше не будет. Я не вижу ничего плохого в новой работе. Поэтому, если кто-то ищет новую работу, либо хочет перейти, дерзайте, пожалуйста, все будет нормально, но единственное, вот все взвесьте, потому что такая карта падает, которая говорит о том, что надо все хорошенечко взвесить. Так, по-любому, посмотрите, у вас начинается такой период, смотрите, вот у вас судьбоносные перемены. Как раз оно так вот в унисон попадает, что у вас и по любви, ну, в любви, да, и по деньгам у вас начинает налаживаться жизнь. Вот если даже у кого-то есть какие-то финансовые проблемы, они могут проигрываться, но не в том плане, что вот реально как такие проблемы. Это могут быть большие траты. Вот вы куда-то потратили много денег, да, вот может быть что-то купили, вложили куда-то там, либо же может быть на отдых кто-то съездил. То есть большие финансовые затраты были, из-за этого вот проблемы. Смотрите, в вашу жизнь придет, ну, чуть ли не в один период, да, вот и любовь, и, и финансы, причем улучшение финансов. В вашей жизни появится новая женщина, которую вы будете, ну, что ли, побаиваться поначалу. Потому что вот она вам покажется, ну, то ли корыстной, да, вот она, знаете, мне идет почему-то фраза такая из потока, но она слишком хороша, да. Вот этот извечный мужской страх, который испытывают почему-то, ну, многие мужчины, как только женщина ухоженная, красивая, да, хорошо одевается, почему-то сразу мужчины думают, что вот я ее не потяну, на нее нужно много денег, она корыстная, ну и так далее. У вас однозначно будет такой страх. Женщина, блондинка, ну такая плюс-минус вашего возраста, ну не больше 45 ей точно. Поэтому, ну, смотрите, кто постарше, ну, значит, она, ну, там, я не знаю, конечно, тогда она получается моложе вас. Кто средний возраст, потому что, ну, я смотрю, у меня просто по статистике аналитика канала, то в основном у меня среднего возраста больше мужчин. Потому я так и говорю. Ну, то есть, ну 50 это потолок, даже до 45, я так думаю. 35-45, так. Женщина очень такая, она не будет зажигалкой. Она не будет какой-то такой вот фурией, которая постоянно куда-то мчит. Она скорее такая вот спокойная, уравновешенная. Она все взвесит, она все обдумает. Она не будет делать импульсивных каких-то вот поступков. Очень такая, знаете, которая умеет распоряжаться деньгами. Да, у нее деньги есть, она не бедная, но она и не сорит деньгами. Вот она умеет хорошо распоряжаться, она знает, как себя вести, причем вести себя с мужчинами, что очень немаловажно. Но вот страх, который у вас присутствует, ребят, ну это надо как-то искоренять, потому что, ну, красивая, ухоженная женщина, это не значит, что она корыстная, и она будет вас доить на салоны красоты. Это тоже неправильный подход. Так, что будет еще происходить в вашей жизни? Смотрите, будет какая-то конфликтная ситуация. С кем, с чем связана? С кем, с чем? Смотрите, может даже проигрываться с какой-то женщиной из вашего прошлого. Это может объявиться либо бывшая ваша, с какими-то предъявами, с какими-то нападками, претензиями, недовольствами и так далее. То есть женщина, которая захочет что-то от вас получить. Это могут быть либо финансы, да, может быть, она будет у кого-то на детей больше денег требовать. Кто-то захочет отжать там еще машину, квартиру. Ну, то есть, ну, у каждого это будет по-своему, но однозначно у вас произошло разрушение с этой женщиной. То есть вы с ней не вместе, вы будете отбиваться от нее. Вы будете всякими правдами, неправдами отбиваться.
Но опять же, будьте бдительны, будьте осторожны. Это тоже у нас, кстати, уже не первый раз в раскладах выпадает такая ситуация. Ну и снова любовь, морковь. У вас, смотрите, у вас супер. Даже не хочу дальше раскладывать. Посмотрите, какие классные такие 3 карты у нас. Вот перед вами в скором времени откроются вот как бы врата, да? Врата в рай. Вот почему-то у меня такая ассоциация, вот именно в любовный рай, где присутствует и взаимная любовь, и семья даже может быть, да? То есть это врата в ту жизнь, о которой вы давно мечтали и о которой, ну я не знаю, там чуть ли не в книжках пишут и фильмы снимают. Это женщина, вот, которая у вас на пути, да, вот будет, о которой мы говорили, вот. Именно женщина для семьи. У вас выпадает семейная карта. Женщина, с которой не просто вот любовный роман будет, а именно вот семья. Состояние такой, знаете, внутренней гармонии на самом деле очень много значит для любого мужчины. Я думаю, вы все знаете прекрасно, что можно встречаться, романить с женщинами, но все равно какого-то вот душевного тепла и родства не будет. Напишите в комментариях, вы со мной согласны или нет. Даже на суперсексе не будет той гармонии, не будет того тепла и уравновешенности, да, которые должны вот быть между двумя людьми. Должна вот быть как-то сбалансированная гармония и в интиме, и в душевном родстве, да, когда с человеком хорошо, приятно даже помолчать. Вот здесь у вас очень четко проигрывается эта ситуация, да, когда люди вот вдвоем возле камина обнялись, да, и они просто вот молчат, вот они оба закрыли глаза, и они просто балдеют от того, что они есть друг у друга. Это настолько потрясающее ощущение. Напишите в комментариях. Вот хотелось бы вам вот так просто обняться с любимой женщиной, да, и посидеть, пусть у того же камина, не у камина, да какая разница. Я думаю, многие из вас просто истосковались уже по таким отношениям. Поэтому, ребят, у вас настолько будут шикарные перемены вот и по финансам, и любимая женщина в вашей жизни появится, причем именно для семьи женщина, как вы многие этого хотите. Это будет настолько вот душевная гармония, о которой, ну, можно только мечтать. Понятно, некоторые, конечно же, скажут, да я не верю, очередная сказка и так далее. Но поверьте, вот если вам не попадались такие женщины, это не значит, что они не существуют. Просто кому-то не повезло до сих пор, но они существуют. Довольно тяжело найти своего человека, но это возможно. И в вашей жизни у вас будет такой судьбоносный шанс, который подарит вам как раз именно ту любовь, о которой вы так давно все мечтаете. Вот такой был расклад. Такие перемены изменят вашу жизнь, причем кардинально изменят на 180 градусов. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!